Весной 1905 года произошла важная встреча между сенатором Эразмо Пьяджо, владельцем компании Lloyd Italiano, и его сыном Рокко, недавно получившим диплом инженера-кораблестроителя. Они обсуждали создание нового пассажирского судна, после чего сенатор публично заявил о разработке сыном уникального проекта. В то время итальянский торговый флот существенно уступал американским и английским судам по скорости и комфорту. Путешествия на итальянских судах через Атлантику считались небезопасными, поэтому состоятельные пассажиры предпочитали иностранные лайнеры. Сенатор стремился изменить ситуацию, учитывая как национальную гордость, так и коммерческую выгоду от перевозки многочисленных иммигрантов, покидающих страну в поисках лучшей жизни. Его компания Lloyd Italiano была одной из 3 занимавшихся этими перевозками. Компания заказала строительство 8 судов, 6 для иммигрантов и 2 престижных лайнера «Принцесса Иоланта» и «Принцесса Мафальда», которые должны были соответствовать высшим стандартам судостроения и конкурировать с англо-американскими судами. Особое внимание уделялось строительству этих 2 принцесс. Детали проекта держались в секрете. К осени 1907 года «Принцесса Иоланта» была практически готова. Роскошный лайнер на 1500 пассажиров со всем необходимым оборудованием. 22 сентября, в теплый солнечный день, состоялся торжественный спуск корабля на воду. После традиционного разбития бутылки шампанского о форштевень судно начало движение по спусковым дорожкам. Однако вскоре обнаружился опасный крен на левый борт. Вода через открытые иллюминаторы затопила судно, и через 20 минут лайнер лег на грунт. Это была 5-я авария при спуске на верфи Рио-Тригоса с 1898 года. Причиной катастрофы стали ошибки в расчетах остойчивости. Спасти судно не удалось. Его частично разобрали, а корпус пустили на металлолом. После катастрофы «Принцессы Иоланты» верфь Рио-Тригоса пережила тяжелый период. Рабочих уволили, а главный строитель лайнера совершил самоубийство. Последующие десятилетия показали, что подобные трагедии продолжали случаться в судостроении. В 1949 году английский лайнер «Чусан» чудом избежал опрокидывания благодаря тому, что успел всплыть после разрушения носовых креплений. В 1958 году в Италии затонуло пассажирское судно из-за безответственного подхода к спуску. Незакрепленные грузы и открытые отверстия в корпусе привели к затоплению на мелководье. Особенно показательным стал случай с теплоходом «Миранке» на верфи Марина де Каррара. Во время торжественного спуска судно опрокинулось, что привело к серьезным травмам 4 рабочих. Официальной причиной назвали разрушение спусковых дорожек, хотя истинные причины могли быть связаны с отсутствием необходимых расчетов остойчивости. Опасности подстерегали суда не только при спуске на воду. В доках также случались серьезные инциденты. Грузовое судно «Мормак Пен» соскользнуло с опор, а в 1963 году в Торонто обрушение распорки при доковании парома «Пола» привело к гибели капитана. Общей чертой всех этих происшествий было то, что суда обычно тонули на небольшой глубине. Их подъем оказывался настолько сложным и дорогостоящим, что чаще всего их просто разбирали на металлолом. Эти случаи демонстрируют, как важно тщательно готовить технические аспекты спуска и докования судов, не позволяя торжественности момента затмить вопросы безопасности. За полвека между катастрофами «Принцессы Иоланты» и «Миранки» технический прогресс не смог предотвратить подобные аварии, происходившие по схожим причинам, недостаточному вниманию к техническим деталям и расчетам при важнейших операциях с судами.